Здравствуйте, меня зовут Лариса Левинская. Сегодня речь пойдет про такой важный момент для любой хозяйки, как отбеливание белого белья. Очень много усилий уходит на это, особенно в летнее время года, когда белый гардероб — это практически весь наш гардероб из белых цветов состоит. Что обычно используют? Кто-то использует отбеливатели, кто-то использует специальные порошки, предназначенные для белого белья. Кто-то, так же как я, использует оксихит. Натуральный кислородный отбеливатель компании Тианде. Действие основано на активном кислороде. Любой человек, отдаленно знакомый с химией, понимает, что это самый сильный, самый мощный, в то же время самый безопасный отбеливатель. Это именно активный кислород. Никакая хлорка с ним не сравнится по действию. Практический пример. Все хозяйки знают, что после того, как белье отбелено белоснежное, достаточно всего лишь несколько стирок в стиральной машине, и белье приобретает такой неприятный серовато-розоватый оттенок. Сейчас я продемонстрирую, с какой проблемой я столкнулась. В данном случае я намеренно довела маечку вот до такого ужасного состояния, когда она не белая совершенно, а серо-розового оттенка. Продемонстрирую разницу в оттенках, именно сравнив с листом самой обычной бумаги формата А4. Я думаю, что разницу вы видите, да? Намеренно усложнила работу для отбеливателя оксихит. Я надеюсь, что я даже уверена, что он с этой работой отлично справится. Поэтому, если вам интересно понаблюдать, чем закончится мой эксперимент, набирайтесь терпения и оставайтесь со мной до конца этого видео. Что я буду делать? Во-первых, я использую эмалированную кастрюлю. Опять же, она у меня далеко не идеальная внутри, не белоснежная. Таким образом, я решаю сразу две проблемы. Одновременно отбеливаю белье и одновременно очищаю внутреннюю поверхность кастрюли. Очень советую вам также использовать оксихит, когда вы наверняка со временем замечаете, что лямочки на вашем бюстгальтере, на самом любимом вашем бюстгальтере приобретают нежелательный сероватый оттенок, особенно если вы любительница белого белья. Как-то затирать, использовать агрессивные средства не рекомендуется для таких деликатных изделий. Использовать отбеливатели, которые основаны на оптические отбеливатели, тоже не очень хорошо. А вот именно оксихит вам в помощь. Видите, как быстро чистится ваше любимое нижнее белье при таких проблемах. Я налила воду, самую обыкновенную воду. Можно было, конечно, лить меньше, поскольку объем все-таки в маечке есть. Я включаю газ и оставляю воду нагреваться до температуры кипения. Оставайтесь со мной. Буквально через минут 15 продолжим этот эксперимент. Итак, прошло 15 минут. Вода в кастрюле доведена до кипения. И даже уже кипит. Самое время приняться за отбеливание белья. На такой объем кастрюли я буду использовать больше оксихита. Это 1 ложка. Баночка уже заканчивается. Ну вот, почти 2 ложки. 2 ложки оксихита. Помещаю, реакция такая довольно активная. Бурление, шипение. Возможно, вам это даже слышно. Помещаю эту чудо-маечку, чудо, конечно, в кавычках, в кастрюльку. Но так как объем кастрюли большой, а мы все очень экономные хозяйки, нельзя же переводить такое количество драгоценного оксихита всего лишь на одну маечку. Поэтому помимо маечки я еще помещаю сюда любимую споваришку, которая тоже нуждается в устранении излишних пятен, в очистке. На поверхности такая пена, практически как будто взбиваешь белки с сахаром. Также в эту кастрюльку я вам попытаюсь поместить, по крайней мере, надеюсь, что мне это получится, вот такую маечку. Возможно, у вас тоже есть, бывает так, что даже после использования стиральных порошков со временем на любимой маечке, которую вы носите под свитер, например, в области подмышек остаются круги, остаются пятна, которые удалить практически невозможно. Немного я перестаралась с количеством воды. Вот такое. Но сейчас что-то постараюсь сделать. Сейчас аккуратно буду помещать, чтобы вам не было так скучно смотреть со стороны за этим процессом. Я вам расскажу,
чем опасны хлорсодержащие отбеливатели. Вы наверняка замечали, может, приходилось вам после привычных 3 полосканий опускать постиранное белье в чистую воду. И замечали, что в воде появляется пена. Ученые заметили давно, что даже после 10 полосканий все равно стиральный порошок не выполаскивается полностью из одежды, с ткани. Но вот этот вот хлорсодержащий отбеливатель, он также остается в тканях, в нашей одежде. И все это время, пока мы его носим, этот хлор незаметно, как тихий враг, действует на нашу кожу. Вот так аккуратненько я все-таки поместила. Так, есть. Ну, еще, конечно, у меня большое желание есть поместить сюда, как я уже говорила, предметы нижнего белья, а именно бюстгальтер. Думаю, у меня это получится. И освежить его, убрать сероватый оттенок на лямочках. Ну и опять, так, возвращаясь к хлорсодержащему белью, вот эта вся эта красота, этот весь хлор остается в тканях и действует на нашу кожу. И приводит со временем и к остеопорозу, к различным, целому комплексу различных неприятных заболеваний, которые возникают не мгновенно, конечно, а с возрастом, с годами. Ну, достаточно будет. Кастрюля тоже не в состоянии вместить все, что я хотела бы отбелить и постирать. Но есть и пятна. Ну, давайте на этом мы закончим добавлять в эту кастрюлю. Я накрываю ее крышкой, оставляю на 15 минут, 15-20 минут. И затем вернусь, и мы сравним результат, какая станет маечка. Я продемонстрирую вам, какая станет водичка в этой кастрюльке после применения оксихита на наших вещах. Итак, прошло 20 минут. Самое время снять кастрюлю крышку и оценить, что же у нас получилось с маечкой. Температура воды, конечно, не позволит мне отжать ее, поэтому я ее просто извлеку, остужу, ополосну. В конце видео сделаю сравнение между маечкой до использования отбеливателя оксихит и после использования отбеливателя оксихит. Точно так же извлеку споваришку, с ней проще ориентироваться. Пятен нет, также все остальное тоже вытащу. Хочу вам показать цвет водички, как и обещала. Конечно, когда вы дома будете в обычной обстановке проделать те же самые опыты, которые делала сегодня я, стоит подержать побольше, чем 20 минут. Ничего страшного с вашим бельем при этом не произойдет. Так, полоснуть просто теплой водой, никакого запаха хлора, абсолютно. Я сейчас вылью водичку. Ну, во-первых, видите, цвет такой серовато-бежеватый. Я выливаю водичку. И вот, вуаля, уж точно можно оценить состояние кастрюльки изнутри после использования оксихита. Воду, кстати, не выливайте. Можно пока на горячее ее использовать для очищения ванны, для очищения поверхности унитаза. Пол промыть на худой конец тоже можно этой водичкой, а потом чистой водой сполоснуть. Оставьте свои комментарии, какими средствами вы пользуетесь для отбеливания белья в своей повседневной жизни. Мне будет интересно почитать ваши комментарии. Надеюсь, что сегодняшнее видео было для вас полезным. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и вы всегда будете в курсе ответов на самые различные вопросы по теме красоты и здоровья. С вами была Лариса Львинская. До скорой встречи!